пошли нестись. Беленькая сидит, несется. Это петушок сидел с беленькой в гнезде. Ага, вот в чем дело. Он ей показывал, куда нужно нестись. Всем добрый день. Я приехала к своим курочкам. Куры живут у меня на даче сами. И я приезжаю раз в несколько дней собрать яйца. Ну, конечно, и не только собрать яйца, а и накормить, и напоить, и еще оставить на следующий период, пока меня не будет. И сейчас я иду собирать яйца. Это, конечно, самая приятная часть этого всего занятия. Сейчас мы с вами вместе посмотрим, сколько снесли мои курочки яиц. Чистую воду я уже им принесла. И иду собирать яйца. Вот таких моих красавиц. Взяла ведерко. Так, идемте. Дверь у кур моих в курятнике вот такая самодельная, несмотря на то, что есть металлическая дверь. Но она без лаза. И вот так вот, чтобы был открыт курятник все время, так не подходит. Поэтому я придумала вот такую дверь. Это самодельная дверь. Натянут двойной слой клеенки. Обычной полиэтиленовой клеенки, которые накрывают теплицы. И, естественно, в этих дверях я сделала вот такой лаз, чтобы мои куры могли заходить и выходить в любое время дня и ночи, и при этом у них в курятнике сохраняется тепло. Если бы эта дверь была открыта и оставлена мною как обычно, то, естественно, через весь дверь, это, считайте, куры бы сидели бы почти на улице. Поэтому вот эта дверь помогает нам сохранить тепло в курятнике в любое время года. Такая дверь мною проверена уже не одним годом, уже много лет. Вот такая дверь у моих кур в курятнике. Так, обязательно нужна защелка, потому что при сильном ветре эта дверь распахивается настежь. Поэтому застежка вот такая нужна обязательно. Как сделать такую дверь, у меня есть подробное видео, где я показала, как я эту дверь делала и как я делала этот лаз. У меня есть такие видео. Так, а я вообще-то пришла за яйцами. Так, яйца мои куры откладывают вот в такие гнезда. Очень часто меня спрашивают, почему это у вас чистые такие яйца в гнездах? Были у меня гнезда, обычные гнезда, были у меня ящики. И я приезжала, собирала яйца за несколько дней. Естественно, когда дождь, снег, куры ходят по грязи лапами, лезут в обычные эти гнезда и пачкают яйца. И я просто с ужасом вспоминаю те времена, когда я приезжала, собирала по 100 яиц и мыла их в ледяной воде. Теперь у меня эта необходимость отпала с появлением вот таких гнезд. Эти гнезда у меня уже 3 сезона. Они отработали уже 3 сезона. Вот они прошли, конечно, один раз техническое обслуживание, были покрашены, обработаны.
и опять поставлены. Ну и открываем гнезда. Вот сколько яиц снесли мои куры за тот период, пока меня не было. Меня не было 4 дня. Это яйца за 4 дня. Меня просят говорить, сколько меня не было. Ну вот сейчас уже начинаются огородные работы. И не знаю, возможно, придется иногда приезжать и почаще. Так. Вот такие красивые. О, какое большущее. Ого. Ой, какое темное. Странно, появилось такое темное, не было. Наверное, какая-то курочка занеслась. Вот такое розовое, красивое. Жалко, камера не передает цвет. И вот темное тоже появилось. Крупные, большие яйца. Смотрите, какие большие яйца. Красивые. Так, тут вижу, что-то произошло. Мокрое, смотрите. Надо аккуратно класть. Вот, смотрите, видите? Случайно не котик ли наш словил в яйцеприемнике? Вернее, в гнезде здесь. Что-то мне напоминает 2 зуба. Так, а здесь, возможно, даже и попробовал кто-то яйцо. Ну, это не страшно, это все вытирается. И будет все хорошо. Нельзя клевать. И меня часто просят показать верхние гнезда. Что не снесли мои куры в эти гнезда. Вот сейчас я как раз посмотрю и покажу вам. О, смотрите, как раз есть 2 яйца. Это гнезда немножко другой конструкции. Она отличается от нижних гнезд. Если нижние гнезда, там пол просто линолеум, и он находится под наклоном, вот так вот, просто под наклоном, и яйцо скатывается в яйцеприемник. А верхние гнезда вот с такой вот дыркой. Эта дырка находится как бы в ямочке. С 2 сторон у нее подняты края у этой плоскости. И где бы курица не снесла яйцо, оно скатывается в эту дырочку и падает от этой дырочки в яйцеприемник небольшое расстояние, буквально на величину яйца. И не переживайте, яйца не разбиваются, они падают на мягкую вот такую вот поверхность. Это утеплитель, он мягкий вот такой вот, и яйца не разбиваются. Вот я вам хотела показать, вот смотрите, вот эти яйца, которые я оттуда забрала, они полностью целые, нигде нет ни трещины. Это расстояние небольшое, с которого яйцо падает в яйцеприемник, это размер яйца. И оно получается буквально просто плавненько касается подстилки и скатывается вот сюда в яйцеприемник. Мне очень часто задают вопрос, особенно это сейчас весенний период, когда все начинают активно думать, как бы улучшить им условия кур в курятнике. Начинаются у многих проблемы с поеданием яиц в гнездах.
И все начали делать такие гнезда. И очень часто мне задают вопрос, какие же гнезда лучше, которые у меня здесь внизу, вы видели, мы собирали яйца, или же которые у меня сверху с такой дыркой. Какие же гнезда лучше? У меня был такой эксперимент. Я поменяла местами эти гнезда. Вот эти гнезда с дыркой поставила внизу, а со скатом яйца вот эти поставила сверху. Если помните, то у меня эти гнезда съемная конструкция из двух гнезд. Вот они как разделаны, видите? Они отдельно. Я могу снять верхнюю часть и поставить их просто рядом. И могу поменять местами. Так вот, я проводила такой эксперимент и меняла гнезда эти местами. И как вы думаете, какой ответ? А куры лучше несутся в те гнезда, которые стоят внизу. Просто они прекрасно все яйца несли в эти гнезда, потому что они стояли ниже. Вы видели, что я в верхних гнездах собрала всего лишь 2 яйца. Это потому что куры просто ленятся подниматься наверх, в верхние гнезда. Если я эти гнезда сниму и поставлю рядом, или же поставлю вниз, то вот эти все яйца, они принесут в эти гнезда. То есть вы понимаете, что курице все равно нести куда яйцо. Или сюда, или сюда. Эти гнезда хорошие и верхние, и нижние. И если у вас стоит вопрос по изготовлению этих гнезд, делайте те, которые вам проще сделать. Мне очень нравятся и вот эти гнезда, и вот эти гнезда. Делайте такие гнезда, которые вам проще сделать, которые легче вам сделать. Так, а мы с вами идем дальше собирать. Идемте к молоткам. У моих молодок точно такие же гнезда, как и у старых кур. Лично мне нравятся оба вида гнезд. И такие, которые у меня внизу, и которые сверху. У моих молодок точно такие же гнезда с яйцеприемниками. Захожу и, конечно же, сразу вижу непорядок. Вот. И почему-то она уже снесла не в том месте, где всегда. Ой, 2. Все как по плану. 2. Смотрите, какие красивые. Угу. Так, идем дальше собирать. В этот раз не придется лезть под насесты. Давайте посмотрим под насестами. Да, тут ничего нету. Отлично. Так, здесь мы начнем собирать с нижних гнезд.
Это у меня точно такие гнезда, как и у старых кур, но в этих гнездах я приучаю кур сюда нестись. Для того, чтобы приучить кур сюда нестись, достаточно постелить на какой-то период времени сюда солому, и куры сюда несут яйца несколько недель, а потом солому вы убираете, и они продолжают сюда нестись. Все, вот такой метод приучить курицу нестись в такие гнезда очень простой. Смотрим, сколько нам тут яиц куры принесли. Вот, смотрите, какие получаются грязные яйца, когда гнезда просто обычные, вот с такой соломой. Лапы грязные, и получается вся грязь на яйцах. Ну, а это чистое, потому что оно только что снеслось, даже теплое. Так, и это, наверное, только что тепленькое. А это у нас, ого, какое грязнючее, это резиновое яйцо. Так, продвигаемся к следующему гнезду. Ого, ого-го, сколько здесь. Темненькое такое, красивое. Камера не передает, сразу говорю, цвет совершенно другой яйца. Очень красивый цвет. Собираем. О, какие красоточки. Класс. Так, все. А это у нас резиновое яйцо. Ого. Так, и в двух гнездах я уже убрала солому. И тут мы можем проверить уже, как обычно, в яйцеприемник. Ого! А тут 3 яйца. А тут 3 яйца уже. Вот какие красивые. Так. И это заберем. Класс. Все. Так, в нижних гнездах уже мы проверили. Собрали. И теперь смотрим верхние гнезда, сколько тут. А тут, смотрите, что-то тут происходит. Тут видно, какая-то курица вообще выгребла всю солому. Ого, все повыгребала. Так, и теперь мы можем проверить яйцеприемник, потому что, смотрите, эта дырка в гнезде освободилась. И это тоже один из методов. Можно даже солому разложить, как бы обмануть курицу. По краям разложить, а дырку оставить открытой. И курица обязательно здесь пойдет нестись. Открываем эти гнезда и смотрите. Красота! Вот, 2 яйца уже у нас в яйцеприемнике. Классно! Вот так вот работает это гнездо. Ну и вот эту солому можно убрать. Она уже здесь не нужна. Солому я убираю. А вот эту убирать не буду. И сюда курочка обязательно нам снесет еще яйца. Все. Вот таким образом я приучаю кур нестись в такие гнезда. Все. Вот такая красота. Полное ведро яиц. Проверить можно, а кушать нельзя. Слышали? Можете только посмотреть. Все, закрываю дверь в курятнике.
Ну и теперь идемте в теплицу. Там у нас тоже сидят курочки и тоже должны быть яйца. Я пришла за яйцами к вот этим курочкам. Они живут у меня в теплице. И смотрите, что тут происходит. А тут происходит бардак. А тут происходит просто что-то невероятное. В этом ящике яиц нет совсем. Кто это делал? Я подозреваю, что яйца кто-то съел. Так, и что я сейчас буду делать? Я этот ящик просто уберу. У них есть металлическое гнездо с яйцеприемником. Не надо мне есть яйца. Яйца надо нести. И собирать в ведро. Так не пойдет. Все, выношу этот ящик. Будут сидеть без ящика. Вот так вот. Не верится мне, что просто нет яиц марана. За 4 дня ни одного яйца марана. Я не верю. Останется это гнездо. Кстати, сейчас я вам покажу, что в этом гнезде. Будем смотреть, что в этом гнезде. Это гнездо металлическое. И оно немножко по-другому сделано. У него скат идет наоборот, к задней стенке. К задней стенке этого гнезда идет скат яйца, и они скапливаются вот в таком ящичке. Так, сейчас я выдвину этот ящик, и мы с вами посмотрим. Вот, смотрите. А эти яйца в целости и сохранности, видите? Вот такое гнездо спасает яйца от поедания яиц курочками, и вы реально это увидели на своих глазах. Вот, в ящике, в деревянном, в обычном гнезде яйца отсутствуют, а те курочки, которые снесли его в это гнездо, яйца у нас есть. Яйца в целости и сохранности. Кстати, это неплохая идея тем, кто хочет сделать такое гнездо. Вы можете сделать просто одно гнездо на одну ячейку. Вот на такое одно место, на одно гнездо. И попробовать. Нельзя. И просто попробовать и увидеть, как классно куры несутся в это гнездо, и вы собираете чистые и целые яйца. У меня вот эти яйца, которые я только что собрала, вот такие запыленные. Это потому что гнездо стоит на земле. Это же теплица, это песок. Вот, видите? На земле, на сухой земле. Естественно, тут все запылилось. Здесь все куры гребутся. Смотрите, видите? Это все в земле. Если бы гнездо стояло в курятнике, яйца были бы абсолютно чистые. Вот, попробуйте начать, сделайте вот такое одно гнездо. И вы увидите, какая это красота, и будете собирать целые яйца, не съеденные курочками. Гнездо я... Все, гнездо вот так вот я поставила. И думаю, что... Надеюсь, что в следующий раз яйца марана будут уже в этом гнезде.
Ой, какая красота! Смотрите. Это снесла нам беленькая. Помните? Она сидела в гнезде. Ой, какое оно красивое, белоснежное. Красивое яйцо, да? Маленькое, но зато какое красивое. И все, что ли? И больше нету? Так, я не поняла. А где твое яйцо? Сидела курочка, я видела, она здесь сидела. Сегодня я даю своим курочкам сырой красный буряк. Вот. Сырой красный буряк. Я его ни с чем не смешиваю, просто даю натертый на терку. В сыром виде. Лично мне нравятся оба варианта этих гнезд. Ну а курочкам нравятся те, которые пониже. Ой, какая прическа красивая после буряка красного. Ну и по традиции перед отъездом я проверяю гнезда. Вот.
Ой, какое теплое. А ну кто это? Кто это нам снес? А, уже нету. Может быть, вот это снесла курочка? Такое классное, тепленькое яйцо. Перед самым отъездом я проверяю гнезда. И, естественно, забираю яйца. И у молодок тоже есть еще одно яйцо. Теплое, классное. Теплое. Забираю.